Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Актуален этот расклад будет для тех девочек, которые знают, что у них, к сожалению, есть соперница. Или подозревают, да? Итак, тема сегодняшнего расклада. Что задумывает твоя соперница? К чему тебе быть готовой? Для начала, девочки, делаю, наверное, сигнификацию мужчины, который вас интересует, да, и, соответственно, вы подозреваете, что у него есть еще какая-то одна женщина, да, или, может быть, интересуются им еще какая-то одна или несколько женщин. Так, если вы его узнаете, значит, этого мужчину, очень на него похоже, значит, есть смысл смотреть этот расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов расклада, мои хорошие, нужно любить себя, искать, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какой мужчина? Какой мужчина у нас пришел на расклад? Какой мужчина? Какой он? Какой мужчина? Мужчина сейчас чувствует одиночество. Может, даже в веселой шумной компании, но чувствует себя одиноким, где бы он ни находился. Сам по себе страстный, темпераментный. Но показано, сердечко разбито, то ли наличие третьего фактора, да, то есть, сами понимаете, во взаимоотношениях, то ли, в принципе, разбитые мечты, ожидания мужчины. Тяжело ему, он говорит, мне тяжело. Какая-то информация по черной кошке, может быть, которую он скрывал, или хотел бы скрыть. Тут карта книга пытается как будто разобраться. Или эта информация, как вам сказать, вылезла наружу. Могли вы узнать какие-то факты из его биографии. Или в принципе просочилась какая-то информация. Тут тоже так карта карма. Знаете, у кого-то из мужчин тут бумеранг прилетел, да. Мы могли скрывать какие-то нюансы своей жизни, семейное положение даже кто-то мог скрывать, а это все как вылезло, стало достоянием. Ну, карма, как будто бы мужчина пожинает плоды своих каких-то то ли деяний, поступков, да, опять-таки своего поведения. Так, это он за кем-то наблюдает. Он наблюдает постоянно за какой-то женщиной, которой он испытывает прям привязанность. Она для него красивая, желанная, интересная. Влюбленность, может быть, испытывает он. Сам по себе мужчина, который знает себе цену, павлину, привык к обожанию, привык к восхищению, перышки распускает, делает акцент на своих достоинствах, может себя преподнести, открыт для всего нового. В принципе, такой мужчина, он интересен для очень многих женщин. Но вот такой подарочек, понимаете, транслирует себя вот как подарок такой, вот действительно может влюблять в себя. Но когда ты с ним ближе начинаешь общаться, вот видите, как такой подарочек, а тут на самом деле подарочек с таким, подвох, да? Вот из этого подарочка выскакивает злобный клоун, и ты понимаешь, что я совсем не так представляла или взаимоотношения с ним, или я себе напридумывала этого мужчину, а он может быть удивлять и удивлять неприятно. То есть такие какие-то подарочки, думаешь, да нет, картинка совершенно другая теперь открывается. Этот вообще мужчина полон сюрпризов, и эти сюрпризы опять-таки как будто бы неприятные. Может, его какие-то поступки, его поведение, его проявления. Вот тут вот
Так как будто бы точно ты этого не ждешь, к этому не готов оказываешься. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, соперница. Что задумывает твоя соперница? К чему тебе быть готовой? Что задумывает ваша соперница? К чему вам быть готовой? Что задумывает ваша соперница? К чему быть готовой? Что задумывает соперница ваша? К чему быть готовой? Что задумывает ваша соперница? К чему вам быть готовой? Что задумывает ваша соперница? К чему вам быть готовой? Итак, что задумывает ваша соперница? Ух ты! Угу. Сейчас уточню. Это ну, тут, в принципе, показано вполне возможно, если она знает о вас, то она может следить за вами, наблюдать, да, собирать информацию какую-то. Если она не знает конкретно о вас, она может тут следить за постоянно мониторить, проверять, где ее мужчина, может соцсети какие-то, может там телефон его. Вот тут вот как будто постоянное наблюдение. Я думаю, что тут за мужчиной наблюдение постоянное. Информацию собирать, опять-таки, о нем. И показано ее состояние, она уже устала от этого. Она очень от этого устала. Может быть, привлекательная женщина, но сейчас она как будто бы у нее нет сил уже. Уставшая. Почему она устала? О чем это усталость? Почему? Много расходует ресурсов. Опять-таки, много у нее подозрений. Она пытается, вот как будто бы перед ней замок, да, закрытая информация. Она постоянно пытается что-то разобраться, подозревает, может быть, этого мужчину во всем. Карта змея, какие-то искушения. Подозревает его во всех тяжких, да. Очень много энергии она на это все сливает. То есть, как будто бы не совсем она своей жизнью живет, она живет жизнью этого мужчины. Ей важно знать, там, может быть, с кем он проводит время. Вот тут вот так вот. Но тут у нее какие-то идут, что она задумала. Она задумала по карте эволюция. Тут максимально, может быть, она осознает, что она сейчас уставшая, где-то замученная. Где-то, может быть, много этой энергии она сливает. Она тут задумала, у кого-то косметологические процедуры, в принципе, карта эволюция, тут больше как о внешности. Она задумает привести себя в порядок, может быть, отдохнуть, улучшить какие-то во внешности что-то. Так, еще что она задумала? Тут у нее есть какие-то желания. Но, знаете, тут вот как можно подряд прочитать, ее подбешивает и ревность, тут вот я так это считываю, фурия, вулкан, ревность ее накрывает. Ей хотелось бы там вот, ну, то есть, или этого мужчину ни с кем не делить, вот какое тут желание у нее такое, желание, чтобы он больше внимания ей уделял, на нее, опять-таки, фокус внимания был направлен.
Карта Вольт тут, конечно, из магической колоды. Это сродни куклы Вуду, да. То есть в идеале она бы хотела, что она задумывает. Может быть, где-то подчинить его воле. Я не хочу это считывать, как именно магическое будет воздействие, что она задумывает. У кого-то и так, да. У кого-то карта Вольт, в принципе, какие-то манипуляции в отношении этого мужчины. Может, провокация. И смысл этого всего отношения, которые где-то они как вот выгорели, выгорание какое-то происходит, да, как будто бы ей кажется, что мужчина меньше внимания ей уделяет. Она себя чувствует где-то даже обесцененной, где-то она понимает, что она как цепляется за его внимание, устала уже от этого контроля. Вот это все какие-то вот тут действия, вот это вот тут ревность, наблюдение, карта Вольт, эти манипуляции, тут какие-то провокации. Это все сейчас направлено на то, чтобы ей бы очень хотелось по карте Феникс, чтобы какая-то там, может быть, в прошлом была страсть, симпатия, влечение. Вот ей хотелось бы это все заново, как вот по птице Феникс, да, вот она загорает, а потом вновь из пепла возрождается. Вот ей бы хотелось возродить эти какие-то эмоции, может быть, страсть эту. Ей бы очень хотелось это все возродить. При этом карта Всадник, хотелось бы, чтобы мужчина проявился, появился на ее там пороге, в принципе, ярче проявлялся. Тут вот тут я специально доложила, тут какие-то карты такие, карта ссора и печаль. Я уточнила, это вот она хотела бы, чтобы прояснить ситуацию, может быть. Тут, скорее всего, она бы хотела, опять-таки, чтобы их взаимоотношения, может быть, разгорелись с новой силой, любовь тут, я уже не знаю, страсть была. А в отношениях с вами, или если она подозревает, она точно не знает, кто там есть конкретно у этого мужчины, или кому он симпатизирует. В принципе, она бы хотела, чтобы у них все там, допустим, наладилось, восстановилось, или прям с нуля все, да, прекрасно было. А в отношениях с соперницей, вот тут ссора была, и соперница осталась вот по этой карте печалька. Тут, видите, мороженка самое вкусное тает на асфальте, да, а тут человечек этот остается с вафельным стаканчиком. Другими словами, чтобы, ну, соперница, в данном случае это вы, осталась ни с чем. Она не готова его с кем-либо делить, эта женщина. Карта жадность. Хочу, принадлежал мне. Опять-таки планирую. Тут карта вот наблюдения. Тут глаз такой, тут. Планирую контролировать. У кого-то с глаз, и карта Вольт, это и магическое воздействие. И карта Трио. Не потерплю еще одну. Он для меня ценен. Он для меня ресурсен. По карте Медведь это мужчина, который вкладывается материально. Тут такая еще подоплека материальная. Она готова забороться за этого мужчину. Карта Солнца. Хочу, может быть, у кого-то хотела бы ребеночка с ним общего, да. У кого-то по карте Солнца и карта Медведь, опять-таки, это как эгоизм и желание, чтобы все дороги были открыты, чтобы с ним все заново, по новой, да, вот эту историю какую-то прожить. Карта Скоробей, он очень ценен для нее. То есть эта женщина готова за него бороться. Я правильно понимаю? Она готова за него бороться, эта женщина. Карта воровства. Так интересно, смотрите. Она, если она проходит со стороны, как вам сказать, вы основная женщина, да, она с позиции любовницы, то она готова по карте воровство брать, при этом, знаете, как вам сказать, карта иллюзии освобождения. Я могу сказать, что эта женщина четко понимает, чего она хочет. Тут нет каких-то иллюзий. Вот тут так. Если она настоящая, действующая, там, постоянная женщина, там, жена, да, или бывшая, да, опять-таки,
то она не готова тоже его с кем-либо делить. Тут она готова пресечь как будто бы попытки даже, если он даже настроен там с кем-то создавать новые взаимоотношения или заинтересован в ком-то, она готова это пресечь. Она говорит, я буду прикладывать усилия для того, чтобы у него не получилось ни с кем. То есть ты реально готова тут на какие-то действия ради того, чтобы с ним быть в союзе, да? Вплоть до того, что против соперницы, вот если она вас видит своей соперницей, она готова, тут карта метла, сплетни распускать, и причем мастерски это вкладывать в ушки именно этому мужчине. То есть тут провокации могут быть, тут какие-то сплетни, наговоры могут быть на вас или в принципе на любую потенциальную соперницу. Ну вот такой у меня расклад, девочки. Вот это задумывает ваша соперница. К чему вам быть готовой? К тому, что эта женщина может вести не очень честную игру, неважно с какой она там стороны жены, любовницы, в качестве кого, может быть бывшая жена, но она вам соперница. Для нее все методы хороши, вплоть до того, что тут человек будет выдумывать какие-то сплетни, дабы отодвинуть вас, дабы где-то ценность вашу для этого мужчины снизить. Так, еще что она готова делать, что она будет делать. Она готова оборонять где-то свое положение в социуме, какие-то бонусы, плюшки. Если она имеет общение с этим мужчиной, она тут будет подходить не просто эмоционально, тут как-то, знаете, так, по-женски. Нет, она тут будет карта воительница с мечом. Она тут может быть тут чуть ли не, у нее все по полочкам четко ясно, какие-то продуманные планы. Карта письмо, тут может быть информацию какую-то будет применять, даже если она там о вас знает что-то, она может это как-то искусно, подмена понятий, да, карта метла еще сплетни, как-то, знаете, основная часть правды и маленький какой-то вброс информационный вранья, вот это тут такое может быть про вас. Опять-таки, это все направлено на то, чтобы защитить свои какие-то у нее планы тут уже по поводу этого мужчины, да, намерения, у нее тут человек уже как будто бы выстроил четкое видение, как она будет с этим мужчиной, может быть, выстраивать эти отношения, и она готова их защищать. Угу. На что она еще готова? Она готова давать шансы. Если у нее еще один раз не получится как-то, она будет пробовать по-новому. Карта развилка. Если у нее не получится третий раз, она готова вновь пытаться. При этом готова использовать карта марионетка, какие-то манипуляции, провокации. Карта сущность. Вот как будто бы, и тут карта замок, да, она даже сама пока толком не знает, на что она готова, но готова на очень многое. Этот мужчина, я понимаю, для нее очень важен. Карта крест, как будто бы она не готова вообще его отпустить. Важен, очень важен. При этом, смотрите, карта привязь, руки связаны, привязаны. Вполне возможно, она даже своей жизни на данном этапе особо без него не видит. Тут даже так может быть. Или в принципе она не хотела бы кого-то другого. Вот тут даже какое-то такое, знаете, как хотел сказать, маниакальное желание этого мужчину привязать, удержать. Вот так вот. Ну, тут даже какое-то безумие, грань. Шансы. Она будет любые шансы хватать, использовать. Вот как-то так.
Так, девочки, продолжаем. Смотрим быстренько вот эти карты. К чему вам быть готовой, да? К чему тебе быть готовой? Ну, к чему вам быть готовой? Вам быть готовой, ситуация может быть через время какая-то, вы почувствуете себя, вас как терзают белый один лебедь, вас терзают два черных лебедя. Ситуация, где вы можете пострадать, при этом вы невиновны. То есть, или на какой-то будет, как это, клевета какая-то, да, наговор, правильно? Наговор. В общем, можете пострадать действительно от каких-то сплетен, от каких-то пересудов. Опять-таки, могут информацию, даже эта соперница в ушки вложить, передать через кого-то. В общем, исковерканная какая-то информация может быть. И вы можете пострадать от этого. Опять-таки, к чему быть готовой? Какое-то время вы можете почувствовать себя, тут карта одиночества, да, вы на это не рассчитываете, тут как свинью вам подложили. Но вам говорят, что к этому нужно быть готовы, и это воспринять как-то не болезненно. Нужно попытаться это все воспринимать. Да, какой-то период одиночества даже может быть у вас. Так, опять-таки, время дерева сердца. Девочки, у кого-то, даже я должна это озвучить, дерево это как здоровье, иногда у меня это проигрывается. Карта сердца, дерево. Если тут несправедливо, там вас оклеветали, понятно, причинили вам боль, аккуратно, даже смотрите, могут быть проблемы с сердцем у кого-то, даже так. Болеть сердце, это будет понятно. Опять-таки, к чему быть готовой? Стенежье. Может быть ощущение такое, тут карта как ресурсы вы свои вкладываете, а это ощущение такое, что вас обесценивают, ваши вложения, ваши какие-то проявления. Вот тоже тут почему-то так. Может быть такая ситуация. В общем, тут я смотрю, какой-то тут вы столкнетесь, может быть, представление, даже, может быть, вам поступит какая-то информация по поводу того, что эта женщина как разыгрывает представление, знаете, как спектакль какой-то, и, может, вам расскажут об этом, или даже узнаете о ее каком-то поведении, да. Так, опять город трудности. Скорее всего, это представление, это какие-то ее проявления, они в вашу жизнь принесут трудности. Но по факту, все равно мне показано, в конце вы победу получаете. Да? Вы победителем выходите. Это в каком плане? Карта сердца. Сердце вы получаете, любовь, привязанность этого мужчины. Мне так идет. Вы его сердечко получаете. Да. Мне показано, вы с этим мужчиной можете сохранить для кого-то актуально дружеские отношения. В принципе, мужчина к вам привязан. Тут все хорошо. Даже если там соперница изо всех сил будет пытаться там то ли настроить его против вас, то ли какие-то провокации, манипуляции тут устраивает, то ли желание отстранить этого мужчину от вас, дабы вы тут в одиночестве находились. В любом случае, вы проживаете тут и разочарование, тут у кого-то, повторюсь, и сердечко будет болеть из-за обиды, потому что тут вы не виноваты в чем-то, а в том, в чем вас будут пытаться обвинять. При этом тут со всех сил эта женщина будет какие-то представления, тут, я не знаю, какие-то спектакли разыгрывать. Это, в свою очередь, какие-то трудности в вашу жизнь привнесет.
но по факту вы все равно выходите победителем. Вам говорят, даже вот эта информация, которая сейчас вам поступает, ведьма ведающая, это дает вам ключик для понимания какой-то ситуации. И в моменте, если мужчина, да, слово такое же, организм, поведется на все эти представления, провокации со стороны, вы почему-то мне тут показывают, что вы должны себя обезопасить от этого какого-то унижения. Может быть, даже, знаете, в моменте не позволить этому мужчине вот как-то так себя проявить, ну, не позволить вам разбить это сердце. То есть вы уже как будто бы заранее предупреждены, вы уже будете понимать, что это, допустим, какая-то провокация. Может быть, не так резко вы на это все отреагируете. Что вы должны сделать? Разрушить что? Вы должны разрушить. Что вы должны? Урожай. Ну, у кого-то что вы должны сделать? Тут башня. Разрушить вы должны. Урожай, который, может быть, эта женщина планирует собрать, да, как маску снять, может быть, озвучить то, что вы понимаете, что происходит, да, может быть, искренне тут карта Лилии, это чистота намерений, помыслов, может быть, не уподобляться ей, а наоборот, как будто бы тут озвучить, что вы понимаете, что это, что происходит, что это манипуляция, что это провокация. При этом это озвучить, но не позволять себя унижать. Вот так вот. Не, как будто бы сорвать маску, озвучить, ну, как будто бы донести, что вы понимаете, что происходит на самом деле. Может быть, даже на время отстраниться. Озвучить это все и отстраниться. То есть, понятно, не умолять, тут не рассказывать там мужчине, как он должен себя вести, не рассказывать. Нет, просто показать, что вы не позволите, что о вас ноги вытирали. Тут вот скорее так. Отшельник — это мудрость, отшельник — это опора на саму себя. Даже, может быть, показать мужчине, что вам и самой собой прекрасно. Как будто бы даже не разрешить в моменте мужчине какие-то, знаете, мужчине даже так проявляться, как вот он уже решил так проявить себя в отношении вас, да, может быть, он там поверил к этому представлению какому-то, а вам нужно не разрешить, вот просто показать: со мной так нельзя вести себя, вот так вот, может быть, даже. Как будто бы рамочки, границы эти вот четко очертить, и вы должны как будто показать: вот так со мной можно, так нельзя со мной себя вести. Тут больше об этом. Как урок какой-то вам идет. Тут нужно будет поработать над, знаете, с одной стороны, желание этого мужчину не потерять, да, эмоции, все понятно. А с другой стороны, вас призывают к тому, чтобы быть справедливой. Справедливой в первую очередь к самой себе. Как будто бы не предать саму себя, не обесценить саму себя. Вот такой у меня расклад, девочки, сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.